Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. И я не могу определиться, вот сижу, вы не представляете, уже тут перед камерой, и вот думаю, вот лучше без или лучше с платком? Те, кому не интересны эти мои мытарства, переключайтесь по тайм-кодам. Мы немножко поболтаем. В общем, ой, ну, мне кажется, хоть как-то повеселей, да? Хоть как-то... Правда, и платье я сегодня надела тоже такое теплого оттенка карамельного, тоже такого радостного, веселого, как и тема наша сегодняшняя, на самом деле, ароматов. Это зимние ароматы, но они с таким позитивным, летним, даже пляжным иногда настроем. Я обожаю такие ароматы именно зимой. У нас довольно прохладно, у нас холодный ноябрь, ветер такой промозглый, еще плюс влажность, еще плюс к тому, что у нас тут нет центрального отопления, дома так довольно-таки тоже прохладно, и хочется прям таких вот сочных фруктов или каких-то согревающих ароматов, даже где-то пряно таких фруктовых. И именно такие я сегодня и подобрала. Но хочу с вами поделиться одной просто восхитительной, потрясающей новостью. Я, наконец-то, сдала экзамен на водительские права, на водительское удостоверение. Здесь мы должны его менять. У меня стаж уже близится скоро к 20 годам, и я должна заново все пересдавать. Это главная мысль, которая меня просто тормозила. Я так этому сопротивлялась и думала, ну почему я должна это делать? Вот, но я наконец-то, это меня прям как камень с души. Естественно, самое сложное было сдать теорию, потому что, ну, я ее именно и сдала пока, потому что испанский язык. 2 есть, там, или 3, там, французский, испанский, английский, по-моему, да, вот, ну, по-моему, на этих языках можно сдавать. Естественно, да, никакой из них я не знала настолько, чтобы понять всю эту белиберду. Это очень сложный язык, даже на русском читаешь эти правила, они очень сложные. То есть, ну, вы понимаете. И я вообще купила этот курс для сдачи, для подготовки еще, когда мы решили здесь остаться, но я начала готовиться и поняла, что это просто какая-то пытка, потому что там подготовка идет, какие-то слова-маркеры надо запоминать и просто на основании их выбирать ответ. То есть, по сути, зазубрить все тесты. Мой муж таким образом сдал. Он готовился несколько месяцев, просто каждый день. Я решила, что я все-таки сначала выучу язык и спокойненько себе потом выучу все эти правила и тесты. И я так и сделала. Соответственно, почти 4 года мы уже здесь. И вот, наконец-то, я сдала. Каждый день у меня эта мысль свербила. Каждый день я думала, я должна, мне надо, я хочу. Давай. Психологи, которые советуют вот такие вот дела, либо уже забудь и решить их не делать, либо взяться и сделать, совершенно правы. У меня столько энергии после этого освободилось. Вы не представляете. Это очень большое дело. Сейчас мне предстоит практика и сдача практического экзамена, но для меня это уже намного легче. Ну, прям значительно легче. Когда вот первый раз сдаешь, сложнее сдать вождение. Когда второй раз сдаешь, на другом языке, да, не на своем родном, сложнее сдать все-таки именно теорию. Вот, друзья, короче, я счастлива. Это единственное, что я могу еще раз сказать. Давайте приступим к ароматам. Напишите, как у вас дела, какие у вас позитивные новости, делитесь позитивными новостями. Давайте, так сказать, увеличим позитив. Аромат, к которому у меня сегодня потянулась рука, это Keep Glazed. Посмотрите, какой красивенький флакончик. Это Keep Glazed от The House of Wood. Это манго, это сочнейшее, натурально звучащее манго. Я всегда говорила, что этот аромат на моей холодной коже лучше всего открывается в жару, но сегодня мне очень понравилось. Он прям вот взрыв фруктовый. Он очень яркий. У него есть вот эта вот база восточная, но мне сейчас так ее захотелось. Она такая согревающая. Она прям, знаете, такая страсть, огонь. Вот такая вот эта база. И мне сегодня именно вот такого захотелось. Очень красиво, очень сочно, ярко. И зимой вот все-таки этот аромат тоже хорош. Я изменила свое мнение даже на моей холодной коже.
он очень красив даже зимой. Но надо быть готовой вот к этой вот базе, да, она такая восточная, я скажу. Я не скажу, что тут какое-нибудь вот эти амбра дерево или что-то такое вот напоминающее из кирки, да. Нет, для меня вообще ничего общего, но все-таки да, не Так. мягкое. Второй аромат тоже про манго. Я сегодня нанесла на одно запястье Keep Glazed, на другой Ananda Royal Mango от Микалев. Посмотрите на этот красивый флакончик. И что я хочу сказать? Конечно же, Keep Glazed, он намного громче, естественно. Но минус в том, что такие громкие ароматы не везде наденешь. Там на работу, в офис, на учебу и так далее нет. А этот можно везде. Он тоже стойкий. Вот до сих пор его чувствую. Их объединяет то, что здесь есть манго, такой довольно-таки натурально звучит. Есть такой оттенок хвойно-зеленый и у того, и у другого. Но тут он намного-намного мягче. И сам аромат намного мягче. Он вот скорее, если Keep Glazed немножко там, ну, так сказать, в сторону гурманики, да, то этот, скорее всего, уходит куда-то вот в такую косметическую базу. Как будто манго – это натурально звучащая отдушка для какого-то очень дорогого, красивого крема. Вот за что я люблю именно этот бренд, да, Микалев, за вот эти вот их базы. И не забудьте подписаться на этот канал, не забудьте поставить палец вверх, не забудьте написать комментарий. Мне очень приятно, когда я получаю отзывы, да, когда мы с вами общаемся, и это, конечно же, помогает продвигать видео, помогает моему каналу. И, конечно же, не забудьте про мой промокод Rendezvous 10 Victory, он дает 10% скидки на все, суммируется со всеми акциями, которые проходят на сайте. И не забывайте, что лучшие отливанты именно в Rendezvous. Вот всегда зимой тянется к нему рука. Я не знаю почему, но я его обожаю именно зимой и купила именно прям мороз еще был, я жила тогда в Питере. Это терракота от Guerlain, к сожалению, аромат переодели. У него вот такой вот флакон у меня, да, в коллекции такой и был, а сейчас переодели его вот в эти вот с плечиками жандармы. Я недовольна этим. Я рада, что у меня есть еще старая версия. Я считаю, что это передает характер аромата. Он такой солнечный, он позитивный. Здесь есть жасмин. Для меня прям стартует аромат жасмином. Немножечко с индольностью, но для меня это вот про натуральный жасмин. Когда ее нет, для меня это скорее про такой аромат из парфюма. А это прям такой как будто куст. И здесь есть очень красивый иланг. Я его вот сейчас почувствовала. Красивый, с тропическими оттенками. По-моему, там еще есть франгипани. И он вот этим немножечко, или франгипани, или тиаре, вот он вот этим немножечко уходит, да, вот в эту вот сторону пляжную. Но все-таки для меня здесь очень-очень такие значительные жасмин с илангом. И база, конечно же, фирменная диоровская, герленовская база, вот эта вот ванильная. Очень красиво. Благодаря илангу в этом аромате появляется вот такая фруктово-тропическая составляющая. Мне даже немножко напоминала Bubble Gammon, когда я только его купила. Ну, и сейчас, да, сейчас тоже немножечко это есть. Это, конечно, прям такой кайф. И зимой, вот зимой и летом как-то масло масляное получается с такими ароматами, а зимой они прям создают настроение. Ну, это совершенно неожиданно. Опять же, тоже говорила, это Альдебаран от Марc-Антуан Баруа. Правильно я сказала, да? Марc-Антуан Баруа. Это аромат, который я думала, что только на жару, потому что он довольно сложный. Тут такая довольно сложная тубероза в специях, маслянистая, бобы тонка, прям такие жирненькие. И мне казалось, что вот когда он открывается, прям особенно в жару хорошо или на горячей-горячей, при горячей коже, то тогда вот это красиво. Потому что вот эти верхние ноты, напоминающие, да, тайский массажный салон, вот эта тигриная мазь, меня они очень сначала прям вводили в заблуждение, не в заблуждение, они меня запутывали. То есть вроде и тубероза красивая, бутанкан, вот думаю, ну это мазь.
Но мне прямо сейчас нравится даже эта мазь, потому что она опять же мне напоминает про лето, про солнце, про тепло. И опять что-то тропическое даже в этом читается. Как будто, да, я тут чувствую что-то, как будто какой-то банан. Я это чувствовала и в тепло, и в жару, но сейчас я даже это громче чувствую. Но банан такой прям на грани уже. Да, вот эта картинка, вот это у меня не меняется. Я стою в Таиланде на улице, у меня, значит, тут вход в тайский салон, и оттуда вот эти вот ароматы этой мази, да, тигриной. А тут у меня вход в фруктовую лавку, и оттуда вот эти вот прям созревшие, где-то даже перезревшие фрукты. Ну, просто аромат тоже он прям такая страсть, огонь. Конечно же, не для всех, я это знаю. Ну, что вам сказать? Ну, я в этот аромат на самом деле влюбилась зимой, потому что он ко мне пришел весной, и я не поняла, в чем прикол. И такая: "О чём там вообще хайп по поводу этого аромата?" А вот зимой я прям в него влюбилась. Посмотрите, какой у него позитивный цвет, да. Он, на камере никак не фокусируется, но цвет просто очень красивый. Аромат про туберозу, но для меня все таки она самая необычная, правда, необычная тубероза. Ну, конечно, и пачули здесь такие немножко шоколадные сыграли свою роль. Какая-то в нем есть такая, как будто бы, знаете, вот сейчас я понимаю, как будто съели сгущенку, и вот осталась, да, вот эта вот жестяная банка, на дне, да, и на стенках вот эта самая сгущенка еще есть. И туда, значит, они туберозу, значит, положили с фруктовыми оттенками. У туберозы есть такие аспекты фруктовые, тропические какие-то, там каждый сам себе может придумать. Мне ананас тут чудится. Значит, туберозу, ананас и вот эти вот металлические оттенки. Еще немножечко вот этот шоколадный оттенок есть. Но это пачули такие. То есть это не гурманский аромат, это ни в коем случае не прям шоколад-шоколад. Это ну, то, как мозг пытается классифицировать вот этот вот запах, да, вот именно таких пачули. Обожаю этот аромат. Так, новинка. Новинка этого года. Очень аромат сложный на самом-то деле. Никому не советую его ни в коем случае покупать вслепую. Люди разочаровываются, когда это сделают. Я тут переписывалась на Винтеде это площадка по перепродаже вещей, парфюмов и так далее, типа Авито. И переписывалась с одной девушкой, и она написала, что купила вслепую по отзывам, что все так восхищались, а ей прям сильно не понравилось. Для нее это супер сладко и удушающе. И я соглашусь. И я этот аромат ношу именно на открытом пространстве. Еще лучше, когда будет ветер, прям гениально он тогда шлейфит. И я один раз его, ну, это еще когда только его купила, я вот не поняла его, этот характер, да, и напшикалась им на учебу. И я чувствовала этот аромат от себя. И я все время думала, интересно, вот раздражает он кого-то или нет. Он прям так вот колом встал в аудитории. Я потом на перемене пошла погуляла, вернулась, а он там все так и стоит, вот там, где я сидела. Ну, короче, это однозначно не аромат куда-то в закрытые помещения. Здесь, ежевика. Мне больше даже какие-то ежевично-ягодные, карамельки, конфетки напоминает. Но к базе, тут появляется фирменная база Miss Dior. Я все равно чувствую, что это Miss Dior. Тут и не заявлены пачули, но для меня они как будто бы есть. Древесные ноты и вот это вот такая. Тут, по-моему, жасмин заявлен из цветов, да, но вот он явно не чувствуется. Чувствуется, как будто есть цветочный блок, возможно, даже там и есть какая-нибудь роза в этом цветочном блоке, и вот эти вот карамельно-леденцовые ежевичные конфеты. Вот так вот, и это очень сладко, да. Хотя и есть кислинка у этих ягод, но все равно очень сладко. Так, давайте дальше.
Еще, еще один аромат тоже сладкий, но, кстати, не настолько удушающий. Все-таки у Miss Dior, вот у этого, у него такая база довольно-таки тяжелая. Это очень интересный аромат. Здесь есть сахарная вата, и я ее воспринимаю именно так. Да, тут есть такая нота жженого немножечко сахара, может даже вот эта вот корочка крем-брюле, которую прям при вас запекли. Потом тут есть цветочная составляющая, скорее белоцветочная, абстрактная. Такая теплая база. Не помню, есть ли тут ваниль, но я бы сказала, что скорее всего, да. Но самое главное, тут есть какая-то неопознаваемая нота, то ли такая табачно-зеленая. В общем, что-то терпко, немножечко зеленое, но как будто бы это что-то, оно засушенное. То есть тут нет такой зеленой, сочной, как трава ноты. Нет. Как будто такая что-то зеленая, какая-то пряность, трава, но она засушенная. Вот такое вот чувство. Тут есть еще корица. Вот, корица еще есть. Может, это в сочетании вот с этой зеленой нотой дает вот такое ощущение, что это что-то засушенное, не знаю. Но это очень красиво, очень согревающе и позитивно, и легко. Я, кстати, не сказала, это Slide Jones Lab Sweet Lure, и этому аромату очень подходит это название Sweet Lure, сладкая ловушка. Да, очень красиво. Это я столько уже использовала. Надо же. Так, ой, аромат, который я тоже... Мне тут кот испугался. Он лежит. Аромат, который я тоже сначала не поняла. Даже сказала, что это мой парфюмерный кошмар. Но я передумала. Я забираю свои слова обратно. Это, видите, это Dolce Gabbana. Надеюсь, там что-нибудь фокусировалось. Devotion. Devotion – это у меня обычная парфюмерная вода. Извините, Intense я еще не приняла. Я говорила, что это очень сладко и химически. Вот что я говорила. Но потом мне на голову, да, как Ньютону упало, так мне на голову упал только лимон. Упал лимон, мы гуляли, и я, значит, понюхала вот то место, где он висел на ветке. И это пахнет вот один в один, как здесь. То есть я поняла, вот этот вот натуральный запах, прям вот только что сорванного лимона, да, никогда не обоняла, и поэтому мне казалось, это чересчур концентрировано, что это синтетически. Нет, это правда, так и пахнет. Только здесь, конечно, еще добавляется сладость. Сладость, кстати, меня никогда не бесила в этом аромате. Мне именно казалось, что вот в сочетании с химическим, как я думала, лимоном. Сейчас у меня изменилось восприятие. Нет, сейчас мне очень нравится. Очень нравится этот лимон и, правда, ощущение пирога. Пирог с такой сливочной, знаете, по типу чизкейка. Ей захотелось. По типу чизкейка захотелось. Чизкейка, значит, да? Но вот этот вот крем чизкейка, он с лимонной цедрой, да, такой лимонный, и еще посыпан сверху прям такой лимонный, лимонными даже корочками какими-то. В общем, поменялось у меня мнение насчет этого аромата. Например, на флакон я не созрела еще, но мне понравилось. Мне понравилось именно в холод. Вот здесь вот этот лимон сладкий, хоть и сладкий, но он намного дольше звучит, шлейфит и напоминает мне про тот момент, когда я гуляла. Потом я шла по улице и просто не могла оторваться от этого лимона. Так, аромат, который я, кстати, и полюбила именно в холод, даже в мороз. Тут, конечно, прям мороза нет, но все равно в холод мне он больше нравится. Это Amouage Journey. Journey, в общем, извините за мой английский. Это аромат про османтус, про персик, про чай,
Про горный воздух. У меня есть ощущение здесь горного воздуха, какого-то горного ручья, такого, знаете, ледников, и ощущение, что ты где-то вот находишься в горах. И с одной стороны, да, это такая нежность вот этого османтуса, персика, а с другой стороны, тут, кстати, по-моему, есть еще жасмин, но он тут вот не индольный, он скорее какая-то такая немножечко кремовости придает, смягчает аромат. Но тут есть вот эта вот вторая составляющая. Это тут есть, нота замши, но такая чисто амуажевская. Вот я такую замшу, вообще кожу, то, что называют они, только у Амуаж встречала и у Лэнг Линг в Секуши номер 7. Мне очень нравится этот тип замши. И вот это вот, ну, у Амуаж часто ароматы стартуют очень легко. Опять же, Blossom, как он называется-то, Blossom Love, да? Вот там он очень-очень легко-то, как-то по-весеннему стартует, а потом раз, и база у него прям такой восточный. И здесь все-таки есть тоже вот этот переход, и мне он нравится. Но благодаря тому, что в холод дольше звучат вот эти все верхние ноты, да, тут дольше слышится вот этот османтус, чай, горный свежий воздух, вот этот аромат даже от ручья, да, такой свежести. Да, все-таки мне больше нравится зонтик для двоих от Флорайку. Очень красивый, черничные печеньки. Он стартует на мне в холод какой-то синтетической пластиковой нотой. Потом она уходит, но, к сожалению, как я сказала, в холод все верхние ноты звучат дольше, она звучит. Да, я нашла выход, я наношу этот аромат только вот куда-то под одежду, да, под шерстяную, чтобы он там разогревался, и звучали вот эти вот самые черничные печеньки. А в базе тут есть белый мускус. То есть это не сказать, что прям стопроцентная гурманика. Аромат очень стойкий, но у него нет какого-то километрового шлейфа. Его можно носить куда угодно, где угодно, и это большой-большой плюс. Так, следующий аромат. Я бы даже сказала, что вот можно так про них, про два, да, сразу рассказывать. Это Ваяна от Маски Милано, Том Форд, Eau de Soleil Blanc. Забыла. Посмотрите, он почти закончился. У меня им муж еще пользуется. Когда появился этот, я в основном стала пользоваться только им. В общем, о чем здесь? Апельсиновый цвет. Здесь бергамот, цитрусы, но вот здесь вот цитрусов намного больше, именно бергамота, да, тут более такая цитрусовая версия, скажем так. Но они очень-очень похожи. Очень. А здесь более цветочная версия. Тут, по-моему, тубероза, как я сказала, апельсиновый цвет. Здесь то же самое. Но ни в коем случае тубероза тут не ощущается. Да. Вот, ну, вообще, здесь скорее это придает такую аромату кремовость. Напоминает про крем для загара, кстати. Не помню, есть ли тут какие-то вот эти цветы типа тиары или франгипани, но вот это вот кремовое, крем для загара тут присутствует. И, как я сказала, здесь больше вот этой кремовости, цветочности, поменьше цитрусов. Есть какая-то нота, как будто бы песка. Как будто ты гуляешь по пляжу, и вот этот вот аромат песка, который смешался с этой морской водой. И уже, да, высох, и вот этот вот аромат исходит. Здесь такой ноты нет, тут более он кремовый, цитрусовый, цитрусов намного больше. И какой-то вот даже, я бы сказала, такой более обволакивающий, наверное. Наверное, да. Вот потому что нет этой ноты песка. Наверное, вот как-то так. Особенно это чувствуется хорошо в холодную погоду. В жару это они вообще в жару практически не отличаются. Так, аромат, который у меня не закончится никогда уже, наверное. Я его покупала в Питере. Это Byredo Pulp. Я его покупала в Питере, потому что у меня, видимо, был
авитаминоз, и мне хотелось прям такой корзины сочных тропических фруктов, которые вот уже вот на подходе, их прямо сейчас надо есть. И я вот это все нашла здесь. Это удивительно, потому что вообще тут черная смородина, кардамон есть и яблоко, красное яблоко, которое я вообще не любила в парфюмерии раньше абсолютно, особенно когда покупала этот аромат. Я была удивлена, что мне настолько он нравится, потому что я не чувствую это как яблоко и смородину. Я чувствую почему-то как тропические фрукты, вот с такой вот немножко специевостью, пряностью благодаря кардамону. Аромат не для всех, абсолютно. В жару вообще никому бы его не рекомендовала. Он все-таки лучше всего, лично на мой вкус, открывается именно в холод, когда вот громче и дольше звучат именно фрукты. Вообще во всех ароматах фруктовых они будут звучать дольше именно в холод. В жару они будут быстрее слетать и будет уже аромат, который я абсолютно не приняла в жару, в тепло. Ну, просто сейчас схожу по нему с ума. Это, ой, не знаю, по-моему, я не так вам показываю. Короче, ничего не видно. Это Мема Марфа. Мне очень не нравился тут иланг в жару. Мне вот он напоминал какой-то аромат парикмахерской, да, но это чисто субъективная такая ассоциация. Сейчас я как раз по илангу и схожу с ума здесь. Он такой красивый, он вот такой именно с тропическими оттенками. Это немножечко, кстати, да, напоминает Bubblegum и такая сливочная, окутывающая составляющая аромата. Туберозы здесь, да, туберозы здесь просто шикарные. И именно в холод. Вообще в жару не смогла его носить. Вообще не поняла. Сейчас вообще не хочу ничего другого. У меня туберозы почему-то идут лучше в холод, хотя считается, что они в жару открываются лучше. Не знаю почему. Вот мне нравится, как они на мне звучат в холод. И еще один аромат. Это BDK. BDK. Крем... Короче, не фокусируюсь на этих тревел-версиях. Это крем de Q от BDK. Очень красиво стартует. Тут нота перца, ананас. Но ананас мне вот, что-то такое фруктовое, сочное, с кислинкой, но не цитрус. Вот как я его воспринимаю. Я не чувствую прям ананас. И сливочность очень мягкая. Ни в коем случае тут нет прям такой молочности какой-то, да, стакана молока. Нет, тут такого нет. Такая кремовая сливочность, вот так бы я сказала. И замша. Мягкая пряная замша. Очень красиво. У меня вообще этот аромат появился в Париже. Я его купила. Было там прохладно, был минус. И мне очень понравилось, как этот аромат звучит в холоде. Очень понравилось. В жару нормально, да, но не знаю, может потому, что он у меня появился в холоде, нравится больше. Непонятно. Но для меня это именно зимний аромат. Вот, друзья, все вам рассказала. Делитесь своими зимними ароматами. У меня, кстати, работает эта тема. Вот я выбираю аромат сейчас, да, который собираюсь носить, выставляю их на полку, которые ближе, и я реально ими пользуюсь. И на другие не смотрю. И мне настолько легче стало выбирать. Не надо там из всей коллекции ходить по этим шкафам, по этим полкам, искать. Нет, просто вот из этого ассортимента вполне можно выбрать. Спасибо, что были со мной. Не забудьте подписаться на этот канал. Не забудьте поставить палец вверх. И Victoria Day Life, мой телеграм, подписывайтесь туда тоже. Я дублирую все видео туда. И мой промокод в рандеву 10 Victory. Не забывайте, он дает скидку 10%. Это очень выгодно. Все, друзья, обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.